Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Антон Пасохин, я являюсь управляющим партнером видеорекламного агентства «Видеозайц». И в этом видео мы рассмотрим с вами основные этапы производства видеоролика. Сразу стоит уточнить, что наше агентство специализируется на создании анимационных видео для новых продуктов и имиджевых фильмов для бизнеса. Так что в этом видео речь пойдет именно про видеоролики, созданные на основе компьютерной графики и анимации. Для понимания, коллеги, стоит отметить, что в нашей теме нет единого стандарта для создания анимационного видео. В каждом агентстве или продакшене есть свои правила и бизнес-процессы, которых придерживаются сотрудники и исполнители. Вдобавок, есть еще множество различных стилистик и техник исполнения, которые накладывают свой индивидуальный отпечаток на производство видео. Но в этом видеоролике мы с вами выведем ключевые этапы производства, которые встречаются в 90% случаев. Итак, поехали! С чего все начинается? Конечно же, с изучения агентством продукта или услуги заказчика. Это этап номер один в разработке видеороликов. Он же является одним из ключевых. Здесь мы собираем всевозможную информацию и материалы о нашем клиенте, его продукте, услуге, а именно изучаем текущий сайт клиента, содержание, визуальное оформление, просматриваем презентации брендбук, знакомимся с конкурентным окружением нашего клиента, оцениваем, кто и как упакован, смотрим на наличие видео на главной странице сайта, его качество и содержание. Если у заказчика есть свой YouTube-канал, просматриваем на нем видеоролики, чтобы лучше погрузиться в тему клиента. Все эти действия со стороны нашего агентства совершаются при содействии маркетолога, сценариста и арт-директора проекта. После завершения этапа по сбору информации в игру вступает сценарист. И, соответственно, этап номер 2 – это разработка концепции. Здесь мы уже четко понимаем, о чем пойдет речь в видеоролике и как именно мы будем презентовать и рекламировать продукт или услугу нашего клиента. Исходя из этого, мы подключаем к работе специалистов с той или иной направленностью. Если нужны креативные, запоминающиеся идеи с юмором, это одна задача. А если требуется разработать строгие конструктивные концепции с конкретными данными, мы подключаем к проекту сценаристов и копирайтеров, специализирующихся на бизнес-презентациях. Вы выбрали концепцию, и тут мы плавно подходим к этапу номер 3 – создание полноценного режиссерского сценария. На основе выбранной клиентом концепции наши сценаристы подробно распишут сценарий, разложив каждый кадр на такие составляющие, как нумерация, визуальный ряд, описание того, что будет происходить на экране, закадровый текст диктора, хронометраж и дополнительные примечания. Прочитав такой сценарий, клиент сможет не только понять структуру своего будущего анимационного ролика, но и даже представить, как это все будет выглядеть. Этап номер 4 – отрисовка раскадровки. Здесь важно понимать вот какой момент. Термин «раскадровка» можно трактовать по-разному. Например, в простых роликах понятие «раскадровка» равно понятию иллюстрации. То есть под словом «раскадровка» в данном случае мы имеем в виду пакет иллюстраций, разработанных на основе согласованного заказчиком сценария, отрисованных послойно и готовых к анимации. На более сложных, многосоставных проектах термин «раскадровка» имеет несколько иное значение. Здесь мы говорим о так называемой раскадровке в карандаше, черновой раскадровке рекламного ролика. Это когда аниматор проекта под руководством арт-директора создает эскизные наброски для каждой отдельной сцены сценария. Делается это для согласования с клиентом композиции сцен, количества объектов в кадре и самих кадров. Данный этап работы помогает лучше понять сценарий и избежать в будущем дополнительных правок и корректировок. Этап номер 5 – озвучка. Процесс создания видеоролика линейный, то есть переход с этапа на этап происходит только после согласования текущего. Но есть некоторые этапы, которые могут идти параллельно основной работе над проектом. Озвучка – это один из таких этапов. Как правило, озвучка записывается сразу же после согласования клиентом сценария. В нашем верхнем мире мы, знаете ли, не всегда пускаем к себе фотокорреспондентов. Агентством составляется техническое задание для диктора, в котором отдельно прописан закадровый текст и прилагается подробная инструкция по тому, как именно должен быть этот текст озвучен. Уточняется хронометраж, в который диктор должен уложиться, примеры, схожие по интонации и подаче, цели и задачи, которые ставятся перед видеороликом, чтобы диктор понимал, что он читает и для кого. Грамотно составленное ТЗ для диктора определяет, будет ли голос в ролике производить нужный эффект на целевую аудиторию или нет. Следующий этап, номер 6 – создание иллюстраций. Напомню, что для видеороликов простого уровня иллюстрации разрабатываются сразу же после согласования сценария. Мы их называем раскадровкой. А вот для проектов уровня выше среднего к иллюстрации мы приступаем только на 6-м этапе. Уточню, что речь здесь идет именно о 2D-роликах. Иллюстратор под руководством арт-директора рисует сначала 2-3 иллюстрации для согласования с клиентом стилистики графики, персонажей и фонов, и после согласования прорисовывает остальные сцены. Отдельно стоит упомянуть и о сложных проектах в формате 3D.
Для таких проектов вместо раскадровки мы разрабатываем так называемые стайл-фреймы. Это статичные картинки, которые показывают финальный уровень графики рекламного видеоролика. После того, как графическая часть готова и согласована, мы переходим к анимированию, этап номер 7. Для 2D-проектов мы, как правило, сразу производим готовую анимацию. В проектах с 3D сначала делается аниматик. Это такая черновая анимация без текстур, освещения и теней, с упрощенными движениями объектов. Делается это для согласования общего движения в ролике, пролет камеры, переходы между сценами и тайминга сцены. На этом этапе клиент может оценить, сколько длится каждая сцена в отдельности за кадровым голосом и понять будущую динамику своего ролика. Еще один этап, который относится только к 3D-роликам, этап номер 8 – композинг или многослойный монтаж, и финальный рендеринг – процесс создания финального изображения и анимации с помощью компьютерных программ. Заказчик согласовал аниматик, и теперь нам остается только его прочесать до уровня, предоставленного нами на стайл-фреймах, и отрендерить в максимальном качестве. Одним из заключительных этапов работ над видеороликом является звуковое оформление, этап номер 9. В зависимости от уровня проекта мы либо подбираем готовые саундтреки для видеоролика, либо пишем композицию с нуля. После подбора музыки наши звукорежиссеры дополняют визуальный ряд ролика звуковыми эффектами, саунд-дизайн, делая его более живым и энергичным. И финальным этапом номер 10 всей работы становится проверка готового видеопродукта супервайзером на наличие как грамматических ошибок в видеоряде, так и технических. На этом создание рекламного видео завершено. По итогу клиент получает от нас видеоролик, который остается только скачать и начать использовать. Коллеги, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие этапы создания видео вы считаете наиболее важными и какие этапы разработки вы бы добавили или убрали. Подписывайтесь на наш канал, паблик ВКонтакте и оставляйте заявку на бесплатную консультацию на сайте. Ссылка будет в описании. И мы расскажем вам, какие основные этапы производства видеоролика будут на вашем проекте. Удачи!